Привет, друзья! Сегодня из Германии пришел целый поток новостей, которые невозможно проигнорировать. Почему немецкий президент покидает дворец Бельвю и переезжает в офис у вокзала? Зачем правительство тратит сотни миллионов на аренду? Как живут немцы? Только 2% ведут здоровый образ жизни, свежий национальный отчет вызывает вопросы. Почему десятки тысяч отелей подали иск против Booking.com? И при чем тут монополии? А главное, что обсуждают политики? Как пересмотреть расходы на Бюргергельд и какие предложения касаются изменений выплат для украинских граждан? Также расскажу, почему Tesla перестает продавать премиум модели в Европе и что это значит для автопрома. Обо всем по порядку. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Ставьте лайк, если вам важно разбираться в реальных событиях Германии и Европы. Начнем. Президент Франк-Вальтер Штайнмайер вынужден будет переехать из основной резиденции дворца Бельвю в специальное временное здание на время капитального ремонта, начиная с весны 2026 года. Санировать дворец планируют вместе с прилегающим офисным корпусом, работы, необходимые для укрепления конструкции, модернизации систем безопасности, энергоснабжения и создания безбарьерной среды. В поисках замены нашли участок недалеко от главного вокзала на пересечении улиц Элизабет-Абек и Альт-Моабит. Здесь уже возведено новое офисное здание, рассчитанное на около 250 сотрудников. Это будет временный офисный штаб президента для приема делегаций и важных приемов. Однако большого банкетного зала, как во дворце, там не предусмотрено. Первоначально выделяли 137 миллионов евро на строительство, но к середине 2025 года финансирование выросло, внимание, до около 205 миллионов. Разница обусловлена ростом цен на стройматериалы, расширением объема работ и добавленными требованиями по климатическим стандартам и пожарной безопасности. В такую сумму также включен резерв на случай дальнейших удорожаний. Помимо строительства, запланирован бюджет еще в 300 тысяч евро на перемещение самих сотрудников. Здание будет арендовано федеральным ведомством на 5 лет с возможностью продления при аренде около, внимание, 16 миллионов евро в год. После завершения ремонта дворец Бельвю и временный офис займут другие федеральные учреждения, например, министерства и контрольные органы. Но давайте перейдем к более важной новости. Согласно новейшему отчету о здоровье, только около 2% жителей Германии живут полностью здорово, сочетая правильное питание, достаточную активность, отказ от алкоголя и курения, а также хороший уровень стресса. Женщины достигают этого в среднем чаще 3%, а мужчины лишь в 1% случаев. Главную тревогу вызывает физическая активность и сидячий образ жизни. В среднем жители проводят за сидением, внимание, более 10 часов в день. Это почти на 2 часа больше, чем еще 10 лет назад. Только 30% тех, кто сидит долго, не менее 8 часов в день, компенсируют это хотя бы часом движения. По условиям исследования, 68% немецких граждан выполняют минимальные рекомендации, около 150 минут движения в неделю, что приносит, конечно же, пользу здоровью. Но только 32% делают и силовые упражнения дважды в неделю. Поэтому этот показатель считается недостаточным для устойчивой безопасности мышц и обмена веществ. Причиной для слабого здоровья – это низкий уровень отказа от алкоголя и курения, а также плохое питание. Полностью воздерживаются от алкоголя лишь 29%, а здоровое питание соответствует нормам всего у трети опрошенных. По части управления стрессом только 20% респондентов справляются с ним на рекомендованном уровне. Организация экономического сотрудничества и развития отмечает, примерно 60% населения имеют избыточный вес или ожирение и около 19% курильщики, что выше среднего уровня сопоставимых стран. Кроме того, ежегодно от болезней, связанных с неправильным образом жизни, сердечно-сосудистых, диабета, онкологии, страдает значительная часть населения. Эксперты предупреждают, если не улучшить эти показатели, Германия рискует столкнуться с увеличением хронических заболеваний и финансовой нагрузкой на систему здравоохранения. Ключевые рекомендации – это меньше сидеть, больше двигаться, снизить алкоголь и сахар, улучшить питание и научиться справляться со стрессом. А теперь новость, которая вызвала бурную реакцию. Более 10 тысяч отелей в Европе подали коллективный иск против крупной онлайн-платформы по бронированию жилья Booking.com.
Они обвиняют компанию в том, что она заставляла их удерживать одинаковые цены везде, и на своем сайте, и на других платформах. Иначе гостиницы рисковали потерять размещение на самой популярной площадке. Такая практика, по мнению ательеров, несправедлива. Если гость бронирует номер через платформу, гостинице приходится платить комиссию от 12 до 17%. Если бы гость бронировал напрямую, этих затрат бы не было. Но из-за правил платформы делать скидки на собственных сайтах было запрещено. Суд в Евросоюзе уже признал такие действия незаконными. Теперь отели хотят добиться компенсации за убытки, понесенные за 20 лет. И хотя суд будет проходить в другой стране, к иску может присоединиться любой пострадавший отель, и для этого есть еще время. Ательеры надеются, что таким образом удастся восстановить справедливость и ограничить влияние крупных цифровых компаний, которые диктуют свои условия малому бизнесу. Следующая новость вызывает еще больше вопросов. Расходы на Бюргергельд достигли рекордной суммы почти 47 миллиардов евро в 2024 году, что стало поводом для оживленного обсуждения. Политики, в частности лидер партии ХДС, предложили лишить выплат всех украинцев, проживающих в стране, и выдавать им лишь более скромные пособия по законам о беженцах. Это предложение выходит за рамки существующего государственного соглашения и вызвало волну критики. Глава Федеральной социальной службы СДПГ заявил, что закрывать доступ к Бюргергельд всем украинцам – идея, несовместимая с коалиционным договором и социальными стандартами. Он отметил, такие меры встречают серьезное сопротивление в партии и уязвят принципы интеграции и равного доступа к помощи. Согласно данным, внимание, около 6,3 миллиарда евро из общей суммы выплат в 2024 году было направлено именно на граждан Украины, что составляет примерно 13% всех расходов на Бюргергельд. Эксперты подчеркивают, при этом активная занятость среди украинцев растет. Число тех, кто работает официально, увеличилось на 80 тысяч по сравнению с прошлым годом. С точки зрения тех, кто выступает за исключение, это значительное сокращение затрат. Но оппоненты предупреждают, административные расходы при переходе украинцев к другому виду пособий могут сделать реформу дорогостоящей и неэффективной. Из-за этого экономия может в итоге свестись на нет. Также озвучивается мнение, что при реформировании нужно сохранить поддержку тем, кто реально нуждается. Это детям, матерям-одиночкам и людям, временно не включенным в рынок труда. В частности, обсуждаются меры по улучшению обучения, повышению квалификации и поддержке выхода на работу. И вот появилась новая информация. Глава баварской партии предложил отменить выплаты по Бюргергельд для всех украинских граждан, находящихся в стране. Однако такое предложение вызвало резкую критику даже внутри партии власти. Председатель Союза трудящихся в ХДС Денис Радке выступил против таких радикальных мер. Он охарактеризовал подобное публичное заявление как спорное и не способствующее решению ситуации. По его мнению, такие заявления не усилят доверие, а скорее подорвут интеграцию и осложнят ситуацию для людей, которые уже работают и платят налоги. Украинский посол в Германии также прокомментировал ситуацию, отметив, что подход с обобщением ответственности всех граждан вызывает серьезные сомнения. Он подчеркнул, что многие беженцы активно включаются в работу. Впрочем, Европейское соглашение о коалиции содержит положение о том, что новые граждане Украины будут переводиться на другую систему выплат, более скромную и предназначенную для беженцев, что по расчетам могло бы привести к экономии в размере около 1 миллиарда евро. Однако идея расширить эти ограничения и на тех, кто уже получает помощь, вызывает сомнения. Возникают вопросы о юридической реализуемости. Споры продолжаются. С одной стороны, идея сократить расходы за счет жестких мер, с другой – желание сохранить социальную справедливость и поддержку нуждающимся, независимо от происхождения. И это еще не все. В прошлом видео я вам рассказывал за проблемы у немецких автогигантов, таких как Mercedes, Volkswagen, Porsche, BMW. Но трудности не только у европейской компании. Tesla отменила возможность заказа двух премиальных моделей Model S и Model X через официальные сайты в странах Европы. Теперь доступен лишь вариант покупки машины, которая уже есть на складах, без возможности индивидуальной настройки и производства по заказу.
Причина такого шага точно не называется, но эксперты полагают, что это может быть связано с уменьшением спроса и логистическими трудностями. После небольшого обновления в 2025 году Tesla сокращает выпуск этих моделей и в Соединенных Штатах Америки, и клиенты в Европе просто не могут больше разместить индивидуальный заказ. В первой половине года продажи старших моделей резко упали. Основной объем поставок составляет модель 3 и модель Y, которая сейчас доминирует в структуре продаж бренда. Интересно, что в Соединенных Штатах Америки и в Канаде Model S и Model X по-прежнему доступны, пусть и с ограниченными конфигурациями. В Европе же фактически завершился этап предложения этих моделей на заказ. Пока не ясно, временный шаг это или постоянный. Tesla уже ранее, кстати, приостанавливала прием заказов на эти модели, я напомню, в 2021-2022 годах. Тогда они вновь вернулись в конфигуратор позже. Автомобильные аналитики считают, если ограничения сохранятся, это может указывать на то, что компания сократила присутствие моделей Model S и Model X на европейском рынке. Найти их сейчас можно только среди автомобилей, уже произведенных и хранящихся на складах. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.